Всем привет, народ! Меня очень часто спрашивают, куда я деваю все товары, которые покупаю в Китае. Вот видите, вот там вот у меня шкаф, и на этом шкафу большая-большая полка. Так вот, эта полка полностью забита товарами, которые привезены из Китая. Что-то я оставляю себе, что-то я заказывают мои друзья, забирают, что-то заказывают с работы, забирают, ну а что-то остается мне, и там оно или доживает свой срок, или же я этим использую, и коробки там лежат. Итак, сегодня у меня на обзоре вот такой вот замечательный телефончик Lenovo A916, телефончик неоднозначный, ну давайте-ка поговорим о нем. Итак, вот такой вот телефон имеет разрешение экрана 5,5 дюймов, корпус достаточно такой прочный, сделан хорошо, без скрипов, без люфтов, то есть сборка достаточно отличная. Задняя панель у нас сделана под кожу, вот под такую кожу, следы остаются, но очень приятно на ощупь. Здесь у нас типа якобы как прошита кожа, это а-ля из каких-то самсунгов. Не помню, кажется, с 4-го началось. Здесь у нас на правом боку кнопочки включения, кнопочки качелька громкости. Здесь у нас разъем для подключения наушников, разъем для подключения зарядки. Здесь у нас ничего нету. Здесь у нас динамик, камеры, в камерах чуть-чуть попозже. И вот такие вот 3 кнопочки сенсорные, без подсветки. Экран у нас очень яркий, очень сочный, очень контрастный, прям на него любо-дорого смотреть. Разрешение 1280 на 720, кажется, вот такое разрешение. Яркость очень большая, но могу сказать, что это, скорее всего, не AGS технология, хоть он и яркий со всех углов, он смотрится отлично, но какой-то промежуток между стеклом, ну, это не стекло, скорее всего, пластик, и экраном есть, но оно такой маленький, я бы сказал, что это AGS, может быть, я и ошибаюсь, но чуть-чуть не похоже на AGS. Сенсор у нас имеет 5 касаний. 6-е касание нажимается, и одно из касаний пропадает. На борту у нас имеется 8-ядерный процессор MTK 6592M с тактовой частотой 1400 МГц. Видеоускоритель у нас Mali 450 уже нового уровня. 1 гигабайт АЗУ и 8 гигабайт накопитель. Под панелькой у нас имеется 2 разъема под сим-карты и 1 разъем под карту mini SD. Поддерживает 32 гигабайта, но я думаю 64 гигабайта без проблем будет работать. А вот по поводу сим-карт, пришла стоковая прошивка, то есть прошивка, которая пришла с завода, она поддерживает работу только одной сим-карты. То есть вы 2 сим-карты вставляете и через менеджер сим-карт выбираете, с какой сим-карты в данный момент вы будете работать. Выбираете первую сим-карту, телефон перезагружается и работаете только с ней. На вторую сим-карту вам не дозвонятся. Но, слава богу, сегодня я прочитал, что появилась новая прошивка китайско-английская прошивка. Да, телефон он для внутреннего рынка китайского. Появилась новая прошивка. Ее прошиваете, прошивка на английском языке, набираете код, сейчас код на экране есть или в описании под видео, и телефон у вас перезагружается и работает с 2 сим-картами одновременно. То есть вы спокойно можете звонить, по второй сим-карте работать в интернете и все тому подобное. Вот, но все-таки казус в том, что этот телефон не поддерживает 4G в России. В России точно, потому что хоть он 2 стандарта поддерживает 4G, но в частотном плане чуть-чуть маленечко не дотягивает. Ну, может быть, это может и подправит как-то, но, скорее всего, навряд ли. Производитель заверяет, что в телефоне стоит батарейка 2500 мАч. В принципе, USB-доктором, когда я заряжал, телефон зарядился на 2243 мАч. Это то, что контроллер заряда принял. В принципе, если учитывать 10% там потерь каких-нибудь, вполне похоже на правду. Телефон в режиме просмотра видео
проработал у нас 3 часа 6 минут. Это 50% яркости. Даже яркость можно было еще маленечко уменьшить. Выключенный Wi-Fi 3 часа 6 минут. И ой, господи, это у нас в режиме полной нагрузки, 100% яркость, включен Wi-Fi и работает симка. 3 часа 6 минут. И в режиме просмотра видео у нас проработал он 8 часов 18 минут. И там еще 5% заряда у нас остается. Достаточно хороший показатель. Antutu у нас набрал 26 757 попугаев. Очень отличный результат. Ну, в принципе, наверное, отлично, потому что это только первый у меня 8-ядерник на канале. Tesla на Mark II у нас набрал 60,1 FPS. Тоже отличный результат. Epic Citadel у нас 57,2 FPS. Высокое качество. Dead Trigger 2 идет на максимальных настройках и вообще не тормозит ни капельки. Играть очень приятно. Ах, ты промазался, собака. Real Racing 3, конечно, вообще прям отлично идет. Хотя машины, они отражаются, все. Вообще классно можно погонять прям. Ни тормозинки, ничего. Асфальт идет на средних настройках, потому что при высоких он уже достаточно прям видно, ощутимо начинает подлагивать. Но на средних тормозов не видно. Очень плохо играть, конечно, вот так вот. Танки онлайн играются у нас с FPS 35, кадров 37, не превышает больше 40 кадров в секунду. Но что сказать, график, разрешение экрана достаточно высокое, графика хорошая, так что все в принципе оправдано. Давай. Давай. Последний. О! Вот как оно играется. Заключительное слово об этом телефоне. Мне телефон очень понравился. Конечно, когда он пришел, я очень разочаровался, что он не поддерживает две симки. 4G, если честно, мне было вообще как-то по барабану, потому что мне 3G вот так вот выше крыши. Но потом, узнав, что сделали новую прошивку, ее только сейчас русифицируют, и будет вообще все замечательно, которая поддерживает две симки, и телефон вообще прям отлично, он не глючит, он хорошо лежит в руках, да, он переполнен сейчас софтом, который с легкостью, в принципе, можно удалить, навязчивый софт, он сейчас идет во всех Lenovo. И телефон получился сбалансированный, хороший, с хорошим временем работы. Прям любо-дорого покупать. Конечно, сейчас курс доллара достаточно высок, но если он снизится, то телефон, да и даже с таким высоким курсом, цена очень приемлемая, потому что конкурентов по такой цене очень сложно найти. Но, конечно, притык 8-ядерного процессора именно вот в этой модели, притык в ВЗУ 1 гигабайт уже мало для такого телефона, нужно больше. А так я вам советую покупать, проходите по ссылочке ниже. С вами же был Сергей, подписывайтесь на мое видео, ставьте палец вверх. Пока.